Тигрица вырастила осиротевших котенка и слоненка. То, что произошло 2 года спустя, всех поразило. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. На окраине бескрайних просторов заповедника Казиранга, где зеленые тростники шумят под палящим солнцем, а влажный воздух дрожит от зноя, рейнджеры однажды привезли 2 крошечных сирот. Их путь сюда был тяжелым и полным опасностей. Мало кто верил, что они доживут хотя бы до следующего рассвета. Один был новорожденным слоненком по имени Арун. Его глаза еще были затуманены, ноги подгибались под тяжестью собственного тела. Он недавно потерял мать, убитую браконьерами ради бивней, и теперь шатался по этому миру, полным угроз, одинокий и ослабевший. Другой — крошечный котенок, едва с шерстью на худом теле, названный Мира. Его нашли возле проселочной дороги, где кто-то бросил его умирать от голода и холода. Их жалобные крики, тонкие и отчаянные, разносились над загоном, теряясь в влажном воздухе джунглей. Оба были слишком малы, слишком потеряны, слишком слабы. Рейнджеры знали, человеческие руки могут лишь частично заменить мать, но не способны дать того, что дает животным тепло тела и чувство защищенности. В соседнем вольере жила старая тигрица по имени Амара. Когда-то она была гордой царицей своего участка леса. Под ее рычание дрожали обезьяны, и даже буйволы уступали ей путь. Но время и схватка с молодым самцом сделали свое дело. Амара получила тяжелые раны и утратила силу охотиться. Ее оставили в заповеднике, где обеспечили покой и уход. Одинокая, покрытая шрамами, с глазами, в которых светились тоска и мудрость, она все же хранила в сердце материнский инстинкт. Когда-то она теряла своих тигрят, и теперь этот инстинкт остался без применения. Рейнджеры не рассчитывали на чудо. Они осторожно подвели Аруна и Миру к загону Амары. Никто не знал, что произойдет дальше. Тигрица могла зарычать, обнажить клыки, оттолкнуть малышей или даже напасть. Но произошло нечто иное. Амара медленно опустилась на землю. Ее янтарные глаза стали мягкими, словно она узнала в этих крошках что-то свое. Она протянула свое массивное тело, словно предлагая им укрытие. Мира пискнула, замерла, а потом юркнула к ее груди, свернувшись клубком в полосатой шерсти. Арун неуклюже сделал шаг и прислонился к ее боку, как будто она действительно была его матерью. Так началась необычная история. Первые дни были трудными. Мира отказывалась пить молоко из бутылочки, отворачивалась и скулила, звав мать, которой больше не было. Арун отталкивал ведро с молочной смесью и будто предпочитал голод. Рейнджеры пытались кормить их вручную, но малыши оставались слабыми. И тогда вмешалась Амара. Она сделала то, чего не могла рука человека. Она облизала их мордочки, мягко подтолкнула носом, улеглась рядом, когда они дрожали. Она прижимала их к себе, и в ее дыхании они находили спокойствие. Мира впервые доверилась и начала есть. Арун последовал за ней. С этого дня малыши начали набирать силы. Рейнджеры смотрели и не верили глазам. «Она приняла их», — шептал кто-то. «Тигрица сделала их своими детьми». Недели сменялись месяцами. Мира оживилась, начала играть, гонялась за собственным хвостом, пыталась укусить Амару за ухо, радостно скакала по траве, будто заново рождалась. Арун креп и рос. Он все время держался рядом с тигрицей, прижимаясь хоботом к ее плечу, когда слышал гром, чужие шаги или пение птиц. По вечерам трое ложились вместе под теплым небом Ассама, усыпанным яркими звездами. Хищник, слон и кот — странное сочетание, но их связывало нечто большее, чем природа могла объяснить. Посетители заповедника ахали от удивления.
Рейнджеры же замирали, понимая, что видят чудо. Лето принесло новые изменения. Арун вырос. Его ноги стали крепкими, ушико, как огромные паруса, а шаг — уверенным. Мира стала смелее. Взбиралась на спину Амары, мяукала в джунгли, словно объявляя всему миру: «Это моя семья». Амара терпеливо переносила шалости. Она поправляла Миру, когда та слишком заигрывалась, и мягко подталкивала Аруна, когда тот боялся переходить ручей или пробовать воду. Но с осенью пришла неизбежность. Рейнджеры знали. Арун должен был присоединиться к стаду спасенных слонов, живших в охраняемой долине. Там его ждала настоящая жизнь среди себе подобных. Миру же собиралась забрать семья из Гувахати. Они давно ждали котенка, чтобы подарить ему дом и любовь. Амара, казалось, почувствовала это раньше всех. Она стала дольше сидеть рядом с малышами, обнюхивать их, вылизывать медленно, словно хотела запомнить запах навсегда. День расставания выдался тяжелым, небо затянуло серыми тучами. Арун трубил от отчаяния, когда его вели к грузовику. Мира скребла лапами ворота и жалобно мяукала. В ту ночь Амара отказалась от еды. Она лежала в пустом вольере, глядя вдаль. Ее молчание было тяжелее грозы. Прошло 2 года. Амара постарела. Ее движения стали медленнее, морда поседела. И вот однажды утром над заповедником разнесся могучий трубный зов. Он эхом прокатился над тростниками и достиг ограды. На лугу стоял взрослый слон. Это был Арун. Он поднял хобот в приветствии. Рейнджеры замерли. Амара медленно поднялась, подошла к забору и встретилась с ним взглядом. В этот миг 2 сердца, разделенные временем, узнали друг друга. Через несколько дней вернулась и Мира. Ее привезла семья, которая захотела показать кошке место ее детства. Она уже была крепкой, красивой, но, едва увидев тигрицу, бросилась к ней, громко мурлыча и виляя хвостом. Она прижалась к боку Амары с неистовой радостью, словно все это время ждала только этого момента. Так необычная семья снова собралась вместе. И те, кто видел это, знали. Это не выдумка, а правда. В сердце одной старой тигрицы 2 хрупкие жизни не только выжили, но и обрели смысл слова «семья». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.